Привет, Cover Project. Меня зовут Даниил Герасимов. Я сооснователь бюро А3. Сегодня покажу вам наш новый проект «Квартиру» в ЖК «Студио 12». Квартира необычная. Я бы даже сказал, что это не совсем квартира. Пространство площадью примерно 130 квадратных метров предназначено для винных дегустаций и званых ужинов, которые регулярно устраивают заказчики. При этом владельцы просили организовать пространство таким образом, чтобы оно легко трансформировалось под жилье. Так, кстати, и получилось. Они часто здесь остаются на ночь, если не хотят тратить время на дорогу за город. Хозяева очень приятные, интеллигентные люди, прекрасно разбирающиеся в вине и всем, что с ним связано. На первой встрече мы получили довольно внушительное ТЗ по функционалу для небольшого довольно-таки, в принципе, пространства и практически полный карт-бланш в плане дизайна. Во время разговора с заказчиками у нас возник некий такой образ итальянской виллы. Прямые оконные проемы мы смягчили арками. Мы не меняли форму оконных проемов, как бы с улицы ничего не изменилось. Делали изнутри столярные накладки с плавными такими сводами. Появлением наличников такой формы нам удалось решить проблему того, что окна были разной ширины, появился нужный ритм и фактически такая классическая структура. Нам интересно было сделать что-то необычное, поэтому мы в гостиной смягчили углы, и здесь такое ощущение, что хочется раствориться в этом пространстве. Тема сводов появилась и дальше в интерьере. Появился полукупол, и в этом полукуполе радиусные полки. Эти полки как бы обнимают стол и своим наполнением привносят уют. Сейчас в тренде сочетание белого и натурального цвета дерева, и вот наконец-то у нас появился проект, в котором мы смогли тоже попробовать себя в этом стиле. Интересная история произошла с лестницей. По задумке застройщика она была совершенно другой формы и в другом месте. Изначально она была фактически над диваном в гостиной и, можно сказать, убивала все это пространство своими размерами. Мы заложили проем и согласовали перенос его в другую часть квартиры. Винтовая лестница, безусловно, стала некой фишкой в этом интерьере. Она красивая, компактная, и все на нее любуются, и она подчеркивает высоту первого этажа. К сожалению, лестница – это всегда дорого, поэтому мы считали ее в разных материалах. И столярка, и кориан. И в результате получилось так, что самая интересная смета оказалась в гипсе. В основе конструкции, конечно же, бетон. Это гипсовые ступеньки, которые как бы обволакивают перила из гипса, в которые, кстати, мы смогли еще встроить подсветку. И центральную опору венчает такой гипсовый интересный фонарь. Все эти элементы выполнены, я бы сказал, уникальными мастерами из Санкт-Петербурга. Мы часто к ним обращаемся, они работают и с архивами, там действительно уникальные мастера. Общая площадь квартиры 130 квадратных метров. Вот тут у нас находится как раз вход на первый этаж. Небольшая гардеробная. Здесь еще удалось разместить и стиральную машину. Мы проходим в длинный холл. В конце дверь в санузел. Но ее практически не видно, потому что она клеена обоями, и ее выдает лишь ручка. В санузле у нас получился такой интересный эффект. Здесь на каждом простенке располагается зеркало. То есть получается какой-то некий такой эффект бесконечности зазеркалья. То есть ниша за раковиной, она зеркальная, ниша напротив зеркальная, и каждое полотно двери обклеено зеркалами. Рядом с входом в санузел вот это как раз прекрасная лестница винтовая. Она довольно компактная, если посмотреть на общую планировку. Тут располагаются винные шкафы и красивая ниша по центру.
Эта ниша также является главной осью этого пространства, на которой нанизан проем с аркой, через который видно антикварную люстру, висящую над столом. В зону гостиной можно пройти через парадную вот эту арку. Также можно попасть и через вот эту дверку, которую мы добавили в процессе стройки, потому что возникло ощущение, что лишний транзит не помешает, и если все расселись за столом, чтобы не мешать сидящим, можно пройти и таким образом тоже. В зале большая такая зона, чтобы походить, погулять по гостиной. Кухонный остров, сама кухня. И в этом месте у нас находится черновая кухня. Она тоже за дверью-невидимкой, которую обклеили обоями. А тут мы спрятали некрасивые вещи вроде холодильника и кулера. По лестнице мы попадаем на второй этаж. Тут нас встречает такой квадратный коридорчик. Рядом с лестницей красивая ниша, вот, над которой мы долго старались. Она такой притопленной формы. Это комната как бы свободного назначения. В основном она сейчас используется как раз как спальня. И комната для переговоров. Также есть санузел с душем. В своих проектах я люблю использовать авторские обои. Этот ход делает пространство действительно уникальными. А в этом проекте я дорвался наконец-то до высоких потолков, и получилось обыграть еще тему градиента. Авторские обои появились в зоне гостиной, например. В основе их дизайна фотография старинной каменной кладки с налетом времени. Это изображение я доработал в фотошопе, добавив эффект градиента. Градиент дает какое-то космическое ощущение, мы словно растворяемся, пропадают соединения плоскостей, вертикалей и горизонталей. Еще одни авторские обои я использовал в холле. Это фотография старых досок, которые поставлены вертикально. Может быть, этого почти не видно, но прекрасная текстура дерева осталась. В целом в этом интерьере нет классических гипсовых карнизов, но есть полукупол и радиусные формы, что делает этот современный интерьер вполне себе классическим. Ко всем своим проектам я очень люблю делать эскизы. Это замороченная такая авторская графика, в основе которой 3D Max, и там я послойно потом накладываю карандаш и акварель, какие-то еще эффекты, и получается вот такой интересный рисованный результат. Такая техника в эскизах очень помогает в целом в работе, в согласовании, потому что появляется такая действительно художественная атмосфера, а не бездушный компьютер. Центральным элементом квартиры, как я уже говорил, стала кухня, которая предназначена для дегустации и званых ужинов. Также есть у нас и остров. Он не случайно такой обтекаемой формы, вокруг него приятно и удобно двигаться, и к тому же еще внутри у него много функций. Внутри купола у нас обеденный стол. Он довольно необычной формы, он похож на песочные часы. В куполе появился интересный акустический эффект. Можно говорить шепотом, а собеседник вас будет слушать прекрасно. Композицию в куполе завершает антикварная люстра. Мы нашли ее в Ницце. Такую форму называют ананас, поэтому в столовой она более чем уместна. В одном пространстве мирно уживается хрустальная классическая люстра и современные подвесные светильники. И в целом такое сочетание классики и современности стало основой этого проекта. Мы очень любим этот проект, потому что здесь получилось соединить много противоречивых решений, и в результате возникла гармония.